Привет, это Артур из Зеленых. Мы начинаем наш дайджест интересных зеленых новостей. Якутия горит. Дым от лесных пожаров, которые произошли в Якутии, дойдет до Москвы. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев. В регионе обнаружено 14 новых возгораний. В тайге полыхает более 170 очагов на площади 1,5 миллиона гектаров. Огонь уже добрался до парка Ленские столбы. В партии «Зеленые» сообщили, что изменение климата является основной причиной масштабных пожаров и предложили выращивать как можно больше лесов. Также «Зеленые» заявили, что необходимо тушить лесные пожары даже там, где это является экономически нецелесообразным. Кроме того, в партии предложили ряд мер по предотвращению пожаров. Их вы можете увидеть на экране. С причала рыбачил товарищ Андрей и дорыбачился до разлива нефтепродуктов. Кажется, что это полный бред, но мы говорим абсолютную правду. В морском порту города Выборга Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов. Утечка нефтепродуктов произошла с буксира «Товарищ Андрей». Судно было пришвартовано к причалу порта 11 августа. Объем разлива нефтепродуктов в МЧС оценили максимум в 100 литров. Сейчас последствия уже устранены, но чувствую, что еще несколько лет таких регулярных выбросов и можно будет устраивать грязевые ванны в речках и заливах. Только обмазываться мы будем нефтепродуктами. Подмосковье известно своими прекрасными запахами. Леса, поля, реки и теперь еще г***н. В поселке Пансионат Паушкина городского округа Руза прорвало канализацию. В результате фекалии текут прямо по улице и попадают в Москву-реку. По мнению жителей, виновной является администрация округа, которая давно уже не принимает мер для ремонта и замены ветхих ЖКХ-сетей. Видимо, администрация решила, что Москве-реке уже все нипочем. Ведь кто только туда не сливал нечистоты, можем еще и мы добавить. Но если серьезно, то хотелось бы, чтобы в Подмосковье такого было как можно меньше. Все же хочется дышать свежим воздухом, а не туалетом во время прогулок. Москва возглавила список самых опасных городов-миллионников России по содержанию высокотоксичных выбросов в воздухе от транспорта и промышленных предприятий. Аналитики создали карты загрязнений городов опасным антропогенным газом диоксидом азота, который вырабатывается при сжигании бензина и угля. Токсичное вещество способно вызвать обструктивную болезнь легких и астму. Опаснее всего газ становится в жаркую погоду. Самыми страдающими от НО2 оказались Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск и другие промышленные города. Эти города участвуют в федеральной программе «Чистый воздух», которая направлена на модернизацию заводов и системы общественного транспорта. Но нас очень порадовала реакция Мосэкомониторинга. Там заявили, что информация в исследовании была подготовлена на основании данных дистанционного зондирования. По данным же наземных измерений системы мониторинга Москвы, среднегодовая концентрация диоксида азота в Москве не превышает нормативы. Да и вообще, как сообщает Мосэкомониторинг, экологическая обстановка в Москве благоприятна в любое время года. А что думаете вы? Экологическая обстановка в Москве действительно хорошая? Или же скоро мы будем носить противогазы вместо масок? Пишите в комментариях. Ждите меня на следующей неделе с новым выпуском, а я жду от вас лайка, подписки, колокольчика и зеленую галочку 19 сентября. И да пребудет с вами Мать Природа!